Все эти конфиги и скрипты – это, конечно же, здорово, но как это применять на практике? В этом коротком ASMR-видео я расскажу о своем рабочем процессе на примере метал-кавера на музыку из 8-битной игры. Для начала песня целиком. Как вы могли заметить, здесь довольно разнообразная аранжировка. Я объединил две песни, сделав из них одну большую. Сперва был вот такой набросок. Раскраска айтемов в разный цвет помогает понять, где какая часть находится. Полезная мелочь. Когда структура была готова, я написал барабаны. Мне нравится писать ударные поверх 8-битной музыки. Сама по себе она довольно скудно звучит, но когда добавляются новые партии, похожие на живое исполнение, музыка начинает звучать совершенно по-другому. Я использовал готовые MIDI из GrooveMonkey, сыгранные реальными барабанщиками. Они удобно подписаны по жанрам и BPM. Нужно только вбить в поиск темп и там уже методом подбора искать нужное. Конечно же, я многое изменял для того, чтобы писать партии в конкретную песню. В качестве барабанов я использовал Superior Drummer Z с прогрессивной библой. В обработке здесь ничего особенного. Сперва звук был нарулен внутри сэмплера, а потом доруливался на треках. Здесь базовые приемы сведения. Срезан низ и ослаблена нижняя середина. Ничего интересного. Из особенностей здесь я использовал уже обработанные сэмплы бочки, поскольку обычной обработкой подобного звука не достичь. А еще я сужал панораму реверов. Простой трюк для отдаления инструмента и как бы создания для него собственного места в миксе. Хоть вы и видите здесь море обработки, но, как ни странно, в этом проекте я всем этим не занимался. Темплейты инструментов я переношу из предыдущих песен. Что-то остается как было, что-то дополняется или изменяется, но сведением, если говорить об этом как отдельном процессе, я не занимаюсь. Так, когда барабаны на месте, можно приступать к подбору партий. Здесь я разделил процесс сочинительства и записи.
Сперва была собрана демка с виртуальными инструментами, а потом я переписал их реальными. В качестве быстрых синтов я использовал Serum, а для гитар шаблоны инструментов были заготовлены заранее и открываются сразу готовыми к работе. Например, у трека гитар сразу подписаны ноты, чтобы видеть все названия кей-свитчей. Сразу собран даблтрек и настроен усилитель с минимальной обработкой. Для роутинга даблтрека я использовал скрипт Paranormal Router. Он в таких ситуациях экономит кучу времени. Примерно так выглядел проект на этапе демки. Демка была написана до половины, дальше я понадеялся на свою креативность, и там предполагался просто повтор первой части. Правда, за такой подход чуть было не наказал сам себя. Позже вы поймете, что я имею в виду. Итак, запись инструментов. Иронично, но все 8-битные звуки здесь записаны аналоговыми синтезаторами. Для этого я использовал темплейты с плагином ReaInsert и записываю их кнопкой для реал-тайм рендера. Что-то я, конечно, расточительно отношусь к месту на диске. В идеале моноисточники все же в моно и рендерить. В качестве баса я использовал Behringer Neutron. Для подстраховки записал вторую партию на октаву выше, и позже она пригодилась в припевах, там, где нужна была разборчивость. Эквализация здесь в основном техническая, чтобы убрать постоянку да некоторый песок на высоких. Также я добавил фазовращатель для того, чтобы сделать волноформу симметричной. Как видите, в сыром виде она как бы смещена вниз. Симметричная волна дает больше запаса по уровню и позволяет сделать громкий микс без искажений. Для остальных партий я использовал Korg Minilogue. У него темплейт чуть сложнее, поскольку всеми его параметрами можно управлять по MIDI, я использую плагин контроллера. Руками, конечно, его рулить приятнее и удобнее, но он не всегда находится рядом. В таких случаях плагин выручает. Здесь два трека. ReaInsert для входа и выхода синта и плагин управления на втором треке. Стереопартии записаны по принципу гитарного даблтрека. Я только менял форму волны для разных каналов. Хорус для расширения здесь не подойдет, потому что это сломает весь приставочный вайб. Кстати, здесь вообще неуместны любые эффекты задержки и модуляции, реверы и управляемые фильтры. В 8-битном мире всего этого не существует. Правда, есть одно исключение – это простой дилей. Как и в случае с басом, я записывал несколько вариантов партий, чтобы потом выбрать то, что лучше будет звучать в контексте. Кстати, сразу 8-битный трюк. Я не советую использовать дефолтный симметричный прямоугольник. Он звучит как-то округло, и это не очень похоже на музыку из старых игр. Но если добавить асимметрию, звук будет интереснее и появится тот самый вайб. Гитары записаны даблтреком. Поскольку у меня как гитариста особо нет амбиций, да и некоторые партии очень неудобны для живого исполнения, я использовал метод, схожий с, как бы это правильно назвать, что-то вроде сэмплирования или глубокого редактирования. Объясню. Если говорить только про трудоемкие части, поэтапно процесс записи выглядел бы так. Разучивание партии, это когда вы запоминаете ноты. Оттачивание техники исполнения, в зависимости от сложности партии, на это могут уйти часы, дни или даже недели. Запись и редактирование. Обычно это происходит вручную и в зависимости от качества исполнения может занять много времени. Подобный подход для меня не оправдан.
поскольку требует много времени, навыков, ну и потом долгого редактирования вручную. Поэтому я сокращаю цепочку до разучивания партии, запись, полуавтоматическое редактирование скриптами. Я, конечно же, оставляю за кадром навыки и опыт, которые у меня уже есть. Скрипты не сделают волшебство, если на записи плохое звукоизвлечение. Скрипты лишь сокращают рутину, чтобы не отвлекаться от творчества. Предположим, у меня есть вот такая партия, скорость которой выше моих возможностей. Если записывать это честно, то это звучало бы как-нибудь вот так. Но можно записать партию проще и чище. Я пишу партию без спешки и без метронома, в темпе, комфортном для моих рук. Разрезаю ее на отдельные звуки и запускаю скрипт. Магия. Как это работает? Сперва скрипт делает длительность каждой ноты равной сетке. Затем сдвигает ноты друг к другу. Потом ставит кроссфейды и слегка смещает начало каждого айтема, имитируя реальную атаку при переходе между нотами. Дополнительно по сетке ставятся офсет-маркеры, что позволяет мне легко подменять неудачные ноты. Ну и второй скрипт из этой категории случайно смещает старт каждой ноты в пределах 10 миллисекунд. Это делает партии менее механичными и хорошо разделяет даблтреки. Но для ритм-гитар я его не использую. Еще раз, партия, записанная в реал-тайме. И партия, записанная со скриптом. Эти два скрипта были написаны специально для этого проекта. Работая над предыдущими песнями, я поймал себя на мысли, что выполняю одну и ту же ручную работу по одному и тому же алгоритму. Это и послужило мотивацией для создания скрипта. Обработка гитар самая обычная. Если вы смотрели какой-нибудь Nail the Mix, то не найдете ничего нового. В начале цепи я убрал верх, чтобы очистить гитару от призвуков, а потом использовал стандартную цепочку чуб-скример и усилитель. Как и в случае с барабанами, здесь тоже все было в темплейтах и пресетах. Ну и потом эквализация. В какой-то момент мне захотелось сделать партии гитар более ударными, и я добавил транзит-шейперы. На общей шине есть некоторая коррекция. Я ослабил навязчивые резонансы, да компрессором прибрал бубнение. В предыдущих проектах для ослабления резонансов я использовал SUS, но в этот раз решил сделать простыми инструментами. Также здесь есть одна необычная автоматизация. Когда я записал все партии, обнаружил, что некоторые части отличаются по тону. У некоторых есть явная торчащая середина. Похоже, это из-за того, что игралось на разных струнах и в разных позициях. Чтобы сделать звук гитары целостным между частями песни, я автоматизировал эквалайзер, чтобы он ослаблял торчащую середину там, где это нужно. Вот так партии звучат без автоматизации. А вот так с ней. Это необычная проблема и нестандартное решение. Обычно я такой хуйней не занимаюсь. Дополнительные гитары продублированы синтезаторами. Здесь почти все гитарные партии продублированы синтезаторами. Итак, когда мы прошлись по партиям отдельно, поговорим о самом интересном – аранжировка и творческие элементы. В напряженной части я добавил минорные аккорды, чтобы было веселее. Ну, как в блэк-метале. Переход на мощную часть сделан пикслайдами и реверсной гитары. Пикслайды первую половину своего пути звучат строго по центру. Здесь просто скопирована первая половина тейка, а потом расширяются в стерео, логично подводя к широким гитарам. Так сделано, потому что в напряженной части основные партии звучат по центру, а в следующей части широко.
Таким образом, пик-слайд их как бы связывает между собой. Мне сильно понравилась вот эта мощная часть. Настолько, что я захотел еще того же самого, но интереснее и злее. В принципе, это было несложно переиграть партию ниже, но с некоторыми вариациями. Потом я добавил реверсных сэмплов ревера для большей инфернальности. Обратите внимание, отзвук огромного ревера в конце разных частей сэмплированный. В тишине это создает иллюзию огромных барабанов. Но в самой партии ударных нет такого большого количества реверберации. Скажу честно, когда я дописал музыку до этого места, был в восторге, думал, как же охрененно это звучит. Но через минуту уже думал, сука, как этот ребус решать? Хоть это и круто звучит, я ушел в другое настроение, что препятствовало логическому развитию по старой схеме. У меня в наброске было вот такое. И это совсем сюда не вписывалось. Но решение пришло быстро, вместе с моим желанием креативить и сделать что-то необычное. Оркестр. Раз уж музыка зашла во что-то шокирующее и неузнаваемое, я смело могу воткнуть еще один шокирующий контрастный элемент и вернуть слушателя в знакомую среду. Бам! Напряжение спадает, появляется знакомая мелодия, и песня получает развитие, как бы утаскивая слушателя обратно в зону комфорта. Ну, вы поняли, да? Это та самая часть, которая была в начале, но в оркестровой обработке. Но и это не все. Здесь есть еще пара интересных моментов, на которых хотелось бы сосредоточить внимание. Первое – это игра с планами и сэмплы ревера. В этом месте барабаны являются связующим звеном между оркестровой частью и последующей роковой. Барабаны вступают на дальнем плане, будто находясь среди оркестра, а потом плавно прилетают к слушателю прямо в лицо, чтобы следующая часть вступила уже с близкими гитарами и синтами. Технически это сделать несложно. Я просто объединил близкие микрофоны в группу и сделал их тише. Здесь основной звук идет от реверов, а потом автоматизация возвращает баланс к исходному. Как и в тяжелой части, я игрался с перевернутыми сэмплами ревера, чтобы сделать партию интереснее и усугубить это прилетающее нарастание. И второй момент на мастере для усиления контраста. Эта часть сужается в стерео и постепенно расширяется с нарастанием. Чуть позже мы еще вернемся к этому плагину. Ну и в последнем повторе эпичное соло, как вознаграждение слушателю за то, что он все это пережил. Соло я писал частями, потому что... Вообще похуй. Да блин, как он опять вылез-то. Потому что я довольно самокритичен и хотелось, чтобы соло звучало именно так, как звучит в моей голове. В какой-то момент я решил добавить терцию для уплотнения партии, ну и остальные инструменты ее неплохо поддерживают. Так, здесь будет уместна подсказка по быстрому созданию терции к любой партии. Включаем сетку тональности в MIDI-редакторе. Теперь ноты будут оставаться в тональности при вертикальном перемещении. Поднимаем на 3 и вуаля. Если тональность неизвестна заранее, то выделяем все ноты и кидаем на сайт, чтобы узнать заветные буквы. Вот так это звучит все вместе.
Чтобы отделить соло от ритм-гитары, я использовал другой усилитель. На последней ноте нарисована автоматизация. Она удлиняет хвост ревера и добавляет его уровень, чтобы создать впечатление улетающего и растворяющегося в тишине звука. Довольно тривиальный ход, но здесь я в нем нуждался. Оркестр. Я не самый крутой оркестратор, но некоторыми базовыми навыками обладаю. С одной стороны, здесь нужна только поддержка, потому что инструментал в припеве и так довольно плотный. С другой стороны, мне не хотелось дублировать партии банальными октавами и трезвучиями, поэтому оркестр звучит именно так. Достаточно низко, чтобы не мешать, и достаточно разнообразно, чтобы как-то выделяться в миксе. Вот так он звучит отдельно. Для оркестровых я использовал старенький контакт 8 версии. Что-то давненько не обновлялся, сейчас поди уже 15-й вышел. В струнных нет ничего особо интересного, простые партии и контроллер динамики для дыхания. А для горнов я использовал легато патчи, которые корректно работают только с одноголосыми партиями. Поэтому, чтобы рисовать двухголосие на одном листе, я загрузил два инструмента и назначил им разные каналы. Также здесь нарисована автоматизация, которая добавляет плюс 2 дБ в припеве, ну и в кульминации оно увеличивается до плюс 2. Обычно оркестровые имеют лютую задержку, особенно легатные библы, поэтому каждый трек приходится смещать на десятки миллисекунд раньше. В Reaper есть удобная настройка для этого. Для оркестровой концовки я использовал тот же самый трюк с сужением стерео, что и в контрастной части. Последние звуки сужаются совсем в моно. В моей голове это создает образ концовки ретро-фильма, когда черный экран сужается в точку. Эти плагины на мастершине загружаются с каждым новым проектом. Здесь разные анализаторы и обработка, которую я включаю или не включаю по ситуации. Здесь простая расширялка, которая прибирает мид и добавляет сайд. Такой способ моносовместим и позволяет отдалить центральные элементы микса. Следом еще одна расширялка. Она не была запланирована, но в какой-то момент я захотел чуть расширить вверх. Здесь все просто. Есть частота разделения и два регулятора ширины, ниже этой частоты и выше. Ну и на регуляторе низких частот как раз висит та самая автоматизация, которая сужает оркестр в спокойных частях. Далее корректирующий эквалайзер. Я прибрал жесткий верх, чтобы сделать микс комфортнее для слушателя. Следом склеивающий компрессор. Он жмет совсем немного. Для рок-музыки мне нравится использовать именно классическую компрессию, а не мультибенд. Плагин срабатывает от барабанов и качает весь микс. Потом эмуляция ленты. Еще чуточку склеивает микс и смягчает верх. Ну и в конце лимитер.